Что ж, в этом видео я научу вас делать генератор паролей. Покажу вам сначала, что он умеет. Естественно, он умеет генерировать пароли, дегенерировать пароли, скрывать и копировать их в буфер обмена. Длина задается с помощью слайдера и счетчика. Пул символов меняется кнопками. Сила пароля рассчитывается по информационной энтропии. Приложение работает на системах Windows, Linux и macOS. В конце видео я научу вас создавать исполняемые файлы для каждой системы. Давайте уже приступим. Во-первых, вам нужно скачать и установить Python. Во-вторых, вам нужно скачать и установить Python. В-третьих, вам нужно создать директорию проекта и виртуальное окружение. Установим библиотеку PySide 6. Переходим к созданию интерфейса. Для этого нам понадобится программа Qt Designer. Ее можно найти в папке установленной ранее библиотеки. Создаем Main Window. Убираем меню и статус-бар. Сразу сохраняем файл интерфейса. Я называю его Main, потому что в будущем я могу захотеть сделать отдельную форму для настроек или еще чего-то. Сначала закинем 4 горизонтальных лейаута для компоновки элементов. Скопировать элемент можно перетаскиванием с зажатой клавишей Ctrl. Выберем вертикальное расположение для центрального виджета. Закинем одну кнопку выбора символов. Чтобы кнопка имела два состояния, нужно поставить свойство Checkable. Скопируем кнопку 3 раза. Поставим текст. Я думаю, так должно быть понятно, за какой набор символов отвечает каждая отдельная кнопка. Дадим элементам осмысленные имена. Проставим свойство checked на всех символах, кроме специальных. Идем к следующей компоновке. Здесь будет указываться длина пароля с помощью слайдера и счетчика. Дальше идет информация о сложности пароля. Закидываем лейбл. Ставим горизонтальное выравнивание по центру. Копируем элемент и вводим примерный текст. Последний лейаут будет содержать сам пароль, кнопку изменения его видимости, повторные генерации и копирование в буфер обмена. Перед нами встает интересная задача. Как поместить кнопку видимости пароля в элемент LineEdit? К сожалению, встроенных в Qt Designer методов для такого действия я не нашел. Лучшим решением я посчитал поместить поле и кнопку рядом во фрейме. Если вы знаете способ лучше, поделитесь в комментариях. Еще я захотел поставить сверху изображение замка. На удивление, в Qt Designer это тоже реализовано через одно место, в котором никто не хочет побывать. Есть способ с помощью лейбла и его свойства PixMap, но в таком случае нельзя изменять размер изображения. Поэтому я решил сделать через иконку заблокированной кнопки. Возьмем иконки для приложения. Я буду использовать бесплатные Material Icons, их можно найти на сайте Google Fonts. Возьмем белую векторную иконку замка. Для повторной генерации возьмем Refresh. Копирование в буфер обмена Content Copy. Видимость пароля Visibility и Visibility Off. Для иконки приложения возьмем черную иконку ключа в формате PNG и сконвертируем ее в формат для иконок. Допишем название элементов. Создадим файл ресурсов, который будет хранить иконки. Позже мы сконвертируем его в Python код. Проставим иконки во все кнопки.
На записи я выбрал свойство Normal Off для иконки кнопки, и это неправильно. Нужно было выбрать Disable Tone, позже увидите почему. Для кнопки видимости выбираем свойство Checkable, так как она тоже имеет два состояния. В Normal Off берем иконку невидимости, в Normal On – видимости. Для стилизации приложения я буду использовать урезанный язык CSS. Писать я буду в Visual Studio Code, потому что в дизайнере неудобно. Для всего главного виджета поставим цвет фона 121212. белый цвет текста, шрифт Verdana с размером 16 поинтов и внешний отступ 10 пикселей. Скопируем код, выберем центральный виджет, Change Style Sheet и вставим его. Для кнопок ставим сплошную серую границу 2 пикселя с радиусом границы 5 пикселей. Отдельно для кнопок символов я поставлю внутренний отступ 10 пикселей, текст располагается слишком близко к границам. При наведении на кнопку цвет фона будет меняться на зеленый 090. При нажатии граница будет увеличиваться до 4 пикселей. Хотя нет, я вам наврал, при наведении будет меняться не цвет фона, а цвет границ. Для отмеченного состояния кнопки поставим на фон темно-зеленый цвет. Сразу уберем границу у иконки замка, которую мы сделали через выключенную кнопку. Поставим размер 100 на 100 пикселей. Поставим для фрейма пароля такую же границу, как и для кнопок. Уберем отступ до правого элемента. Для поля пароля уберем границы и внешние отступы. Поставим размер шрифта 20 поинтов. Для кнопки видимости пароля также уберем границы и внешние отступы. Еще поставим прозрачный фон. Поставим размер 30 на 30 пикселей. Для фрейма укажем вертикальную политику максимум. Для кнопки повторной генерации пароля поставим размер иконки 52 на 52 пикселя. Так границы кнопки будут идти ровно по границам фрейма. Уберем правый и левый внешний отступ. Почему-то иконка копирования очень плотно прилегает к границам. Я нашел размер 42 на 42 пикселя и внутренний отступ 5 пикселей. Еще уберем отступ до левого элемента. Переходим к слайдеру. Для грува уберем цвет и поставим высоту 5 пикселей. Если вам интересно, что это за псевдоэлемент Groove, Канавка. Желобок. Борозда. слева от ручки слайдера будет зеленый цвет. Для этого используется селектор псевдоэлемента SubPage.
Справа от ручки будет серый цвет, псевдоэлемент Add Page. Все работает, но нам не хватает ручки слайдера. Ее я сделаю белой с шириной 22 пикселя, радиусом 10 пикселей и внешними отступами снизу и сверху по 8 пикселей. Получается вот такой кружок. Поставим максимум 100 символов и значение по умолчанию 12. Счетчик похож на кнопки. Поставим значение как у слайдера. Сделаем горизонтальное выравнивание по центру и уберем эти отвратительные стрелочки. Смотрите, если мы растягиваем окно приложения, то большую часть по вертикали занимает компоновка сложности пароля. Естественно, мы этого не хотим. Поставим у двух лейблов вертикальную политику максимум. Уменьшим размер приложения по умолчанию. Теперь поставим курсор указывающая рука для кнопок и слайдера. Вы должны были заметить эту белую рамку. Если мы вставим CSS-код из центрального виджета в главное окно, то рамка пропадет. Вообще, у меня даже файл CSS говорит о том, что он для главного окна, но я почему-то решил вставлять код в центральный виджет. Поменяем название приложения в свойстве Window Title. Поставим иконку. Уберем демонстрационный текст из лейблов. Что ж, интерфейс готов, переходим к следующему этапу. Для того, чтобы сконвертировать файл ресурсов, нужно написать в терминал PySide6RCC, название файла ресурсов, флаг O и название файла на выходе. Файл интерфейса конвертируется таким же образом, только с помощью приложения PySide6 UIC. Этот файл хочет, чтобы я добавлял в конце Нижнее подчеркивание. RC к файлу ресурсов, а я не хочу. Для начала создадим модуль приложения. Я вставлю готовый сниппет для запуска приложения с файлом дизайна. Поменяю название класса на более конкретный. Отлично, все работает. Давайте сделаем отдельный модуль с привязкой сущностей к кнопкам. В стандартной библиотеке String есть строковые переменные для пула символов. Возьмем ASCII Lowercase, ASCII Uppercase, Digits и Punctuation. Вот так они выглядят. Давайте сделаем перечисление, которое привязывает кнопки выбора символов к этим строковым переменным. Сразу создадим словарь с количеством символов на каждый пул. Нам это пригодится для расчета энтропии. Давайте сделаем модуль генерации паролей без привязки к интерфейсу. Напишем функцию создания нового пароля. Аргументами будут длина пароля и все используемые символы в виде строки. Для генерации безопасного пароля мы будем использовать библиотеку Secrets. Сделаем генератор из случайно выбранных символов и соединим их в строку с помощью метода join. Давайте проверим. Вроде работает. Теперь сделаем функцию для получения энтропии.
В нее нужно будет передавать длину пароля и количество допустимых символов. Формула энтропии пароля выглядит таким образом. Давайте импортируем логарифм по основанию 2 из библиотеки math. Возвращаем значение, округленное до 2 знаков после запятой. Создадим целочисленное перечисление сложности пароля к его энтропии по нижней границе. Ничтожный от 0 до 30 бит, слабый после 30, хороший после 50, сильный после 70 и замечательный после 120. Давайте сделаем метод, который будет связывать значения слайдера и счетчика. Для этого соединим сигнал valueChanged с установкой значения другого элемента. Смотрим, ничего не происходит. Нужно прописать метод в конструкторе. Вуаля! Создадим новый метод для получения символов отмеченных кнопок. Объявим пустую строку. Для каждой кнопки в перечислении добавляем ее символы в строку, если она отмечена. Ну и наконец-то метод установки пароля. Ставим в элемент LineEdit новый пароль с помощью метода setText. Длину берем из слайдера или спинбокса, не имеет значения. Добавим метод в конструктор. Приложение должно сгенерировать пароль при запуске. Соединим изменения слайдера или спинбокса с установкой пароля. Когда не нажата ни одна кнопка символов, происходит индекс error. Обработаем этот случай, просто очищая поле пароля. Создадим метод получения количества символов. Принцип тот же, что и у получения строки символов, только в этот раз мы работаем со словарем, а не с перечислением. Делаем метод для лейбла энтропии. Берем длину из текста пароля, а не из слайдера или счетчика. Так нужно. Ставим в лейбл вот такое выражение с помощью F строки. Добавим установку энтропии в конце метода установки пароля. Все работает, но без символов получается value error. Обработаем эту ошибку функцией getEntropy модуля password. В таком случае она будет возвращать 0.0. Теперь сделаем метод для лейбла сложности пароля. Для каждой сложности из перечисления сравниваем энтропию со значением.
добавим в конец метода установки пароля. Запишу в модуль Buttons кортеж с именами кнопок, при нажатии на который будет генерироваться новый пароль. Теперь соединим кнопки с методом в конструкторе класса. Напишем метод для изменения видимости пароля. Если кнопка отмечена, ставим нормальный эхомод, иначе ставим эхомод пароля. Ничего не происходит, потому что нужно соединить кнопку с методом. Я забыл отметить кнопку по умолчанию. Давайте немного подредактируем дизайн и добавим сочетание клавиш для кнопок. Ctrl-R для генерации нового пароля и Ctrl-C для копирования в буфер обмена. Конвертируем файл дизайна еще раз. В терминале сохранилась команда. Теперь все работает правильно. Сочетания клавиш тоже работают. Чтобы скопировать текст в буфер обмена, нужно вызвать метод clipboard класса QApplication и поставить в него текст. Остался последний штрих. При ручном изменении пароля энтропия не меняется. Решить проблему можно с помощью сигнала редактирования текста. Фишка в том, что это будет не совсем правильная энтропия, потому что количество допустимых символов берется по-прежнему из отмеченных кнопок. Предлагаю вам самим решить эту проблему. Что ж, давайте поменяем структуру проекта. Поместим все файлы в папку генератора паролей. Здесь создадим папку UI, в которой поместим все файлы, связанные с интерфейсом. Поменяем импортирование модулей, чтобы все работало. Создадим файл зависимостей с помощью команды pipfreeze requirements.txt. Инициализируем систему контроля версий Git. Создадим файл gitignore. Будем игнорировать любую папку виртуального окружения, папку PyCharm в моем случае и питонячий кэш. Теперь можно сделать первый коммит. Переходим к созданию исполняемых файлов. У Qt есть понятная документация, в которой собраны разные способы дистрибуции приложения. Самый простой способ это PyInstaller. Нет, вру, самый простой способ это PyInstaller с интерфейсом AutoPy2exe. Все эти библиотеки хороши своей понятностью и легкостью, но обычно на выходе получаются небезопасные и тяжелые бинарники. Я решил показать вам инструмент получше – компилятор Nuitka. Он доступен для всех версий Qt, работает на всех платформах и распространяется по свободной лицензии MIT. Установим библиотеку с помощью команды pip-install Nuitka. Для сборки приложения в один файл понадобится библиотека zstandard. Добавим ее сразу.
Пишем команду компиляции. Собираем приложение в один файл с помощью флага OneFile. Флаг Follow Imports нужен для соблюдения всех импортов. Добавляем плагин PaySite 6 с помощью флага Enable Plugin равно PaySite 6. Чтобы убрать консольное окно в системе Windows, добавим Windows Disable Console. Добавим иконку с помощью вот такого флага. Чтобы убрать все генерируемые инуиткой папки сборки, добавим флаг Remove Output. Можно указать название файла через флаг O, но это вообще не обязательно, всегда можно просто переименовать файл. В конце напишем путь к файлу скрипта, который мы собираемся собирать. Дальше идет процесс сборки, мы его пропустим. Смотрим приложение. Все работает. Размер приложения 16,7 мегабайт. Переходим к сборке на Linux. Я использовал дистрибутив Ubuntu версии 22.04. Давайте сначала запустим Python скрипт и убедимся, что он работает. С нуиткой вышло громадное приложение в 145 мегабайт. Если вы знаете, как сделать меньше, пишите в комментарии. Я попробовал собрать приложение с PyInstaller. Получилось уже получше, 57,6 мегабайт. С иконкой вообще беда, она просто не хотела ставиться. Переходим к сборке приложения на macOS. Я использовал версию 10.15 Catalina. Запускаем скрипт и видим серую иконку. Если бы я поставил ее в свойство Disable Tone, то она была бы белой. Я решил проблему, включив кнопку. Просто убрал строку с этой кнопкой и методом setEnabled false. Давайте напишем команду компиляции. Пропишем специальный параметр для сборки приложения macOS Create App Bundle. Вышло почти так же компактно, как и на винде, 18 мегабайт. С иконкой тоже возникли проблемы, поэтому собирал без нее. Я создал репозиторий на GitHub. Вы можете скачать готовое приложение и проверить его работу. В будущем я могу что-то поменять в проекте, так что смотрите коммиты. Что ж, надеюсь, вам понравился такой комплексный туториал. Я буду очень признателен, если вы поставите лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео. Так вы поможете вывести видео в рекомендации и увеличить количество репозиториев генераторов паролей на GitHub. Генерируйте сильные пароли, дегенерируйте слабые, и будет вам счастье. До встречи.